Всем привет! Мы продолжаем тематику, посвященную обзорам американских грузовых автомобилей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. И в сегодняшнем видео я вам подготовил 10 грузовиков. Мы посмотрим на американские траки, как они сочетаются, стоя рядышком на полке друг с другом. Вы можете в комментариях написать, какой из показанных мною грузовиков вам понравился больше всего. И также я выскажу в конце видеоролика мнение, какой грузовик мне нравится больше из всех показанных в этом видеоролике. И у меня порядка 50 миниатюрных грузовиков в 64 масштабе, включая предсерийные образцы, которые не пошли в серийное производство. И это довольно много с учетом того, что в 43 масштабе американские грузовики не так обширно представлены. И это отдельное направление в моей коллекции, уже неоднократно говорил. Преимущественно я собираю модели в 43 масштабе, но бывают и вот такие исключения из правил. И давайте не будем медлить, начнем с обзора первого грузовика. Это бескапотник Ford CLT 9000, который копирует прототип 83 года. Очень красивый грузовой автомобиль. Посмотрим на него с разных ракурсов. Здесь также очень симпатичный темно-зеленый цвет. И модель прекрасно окрашена и аккуратно собрана. Задние фонари из прозрачных элементов. У грузовика рабочее седло, у этой машины металлическая рама, кабина сделана из полимера. Очень хорошо проработаны колесные диски, также довольно хорошие покрышки. И было бы здорово, если бы Maestro Models выпустил подходящую резину в 64 масштабе, но я думаю, это маловероятно. Интерьер здесь в светлых тонах. Все очень хорошо детализировано. Можете посмотреть на внутренности автомобиля сквозь маленькие окошки. И давайте перейдем ко второй масштабной модели. Это Diamond Reo Rider, который копирует прототип 1974 года. Уже капотный грузовик с кабиной дневного типа. На каждую из этих моделей я делал отдельный видеообзор, поэтому особо заострять внимание на грузовиках мы сегодня не будем. Тоже металлическая рама и кабина, сделанная из полимера. Очень много мелких навесных деталей. Ажурные стеклоочистители. Также интересно сделаны клаксоны на кабины. Также габаритные огни. Зеркала заднего вида. Отдельные дверные ручки и поручни. И вполне хорошо сделана выпускная система. И на задней стенке кабины вы видите перекидки. Тоже функционирующее седло. Следующий грузовик это Kenworth. Модель 523 Bullnose, которая копирует прототип 50-го года. Здесь уже колесные диски белого цвета. Задние фонари просто обозначили краской, в отличие от предыдущих моделей. На чем-то экономят, что-то делают лучше. А уровень примерно средний у всех масштабных копий. Очень жаль, что Neo не выпустил такие грузовики в 43-м масштабе. Я уверен, они бы пользовались большим спросом. Но все же что-то они сделали.
На некоторые машины в 43-м масштабе я делал видеообзоры. Кому интересно, можете поискать видеоролики на моем канале. Далее у нас следует International Harvester Fleet Star F2000D, который копирует прототип 63 года. Здесь задние фонари получше, из прозрачных элементов. Установлены регистрационные номерные знаки. У покрышек довольно выразительный протектор. Имеется площадка из фототравления. Отлично проработан интерьер. Ажурные надписи на боковинах капота. И вполне хорошо смотрится осветительная техника. Пятый по счету грузовик у нас самый маленький. Это GMC Steel Tilt Cap 60-го года. И у этого грузовика даже меньше подставка и дисплей-кейс. И дисплей-кейс здесь низкий, как на легковушках от Neo Scale Models. Здесь дисплей-кейс более высокий. Грузовикам, конечно, не хватает полуприцепов. И у меня от Neo полуприцеп только одного типа, я покажу его следом за этим GMC. Можно сравнить его с Фордом CLT 9000. Давайте посмотрим еще раз на Diamond Rail. И уберем эти модели, чтобы они нам не мешали. Покажу вам модель полуприцепа для перевозки сыпучих грузов. И у Neo такой полуприцеп предлагается в нескольких вариантах окраски, и также он продается как отдельно, так и в наборе с сидельным тягачом. И здесь на самом деле два полуприцепа. Они немножко отличаются друг от друга. У этого присутствуют выдвинутые опоры. И также есть подкатная тележка. Вы можете сделать автопоезд. Зацепляете ее с одним полуприцепом и в седло устанавливаете второй полуприцеп. И можно использовать этот автопоезд, например, с сидельным тягачом марки GMC. Можно только зацепить один полуприцеп. Тоже получается довольно симпатичный. И давайте покажу вам другие грузовики, которые есть в моей коллекции. Это International Harvester 405, который копирует прототип 59 года.
Тоже очень симпатичная схема окраски. Далее покажу вам грузовик марки Mack B61T, который копирует прототип 1957 года. Здесь классическая схема окраски. Красный низ и желтый верх. И этот грузовик копирует настоящий прототип. Фотографию можно при желании найти в интернете. Предпоследний грузовик это Peterbilt 352 Pacemaker, который копирует прототип 1979 года. И последний грузовик это Mack B61 ST, который копирует прототип 1957 года. Кабина здесь точно такая же, как у желтого варианта, только это трехосник. У него длиннее рама. Также отличается схема окраски. И мой самый любимый грузовик из показанных в этом видеоролике это, конечно же, Ford CLT 9000. Машина под номером 1. Но остальные грузовики тоже красивые. Можете написать в комментариях, какая из показанных мною моделей вам понравилась больше всего. На сегодня это все. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Я продолжу показывать американские сидельные тягачи в 64 масштабе. И когда у нас наберется вторая десятка, то тоже сделаю сборный видеообзор, где мы посмотрим сразу на 10 масштабных копий. На сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.